Приветствуем вас в творческой студии Mazes Knitting. В этом видео мы расскажем, как легко и просто, без спиц и крючка, всего за один день связать такой мягкий пушистый плед. Лицевая и изнаночная сторона этого пледа выглядят одинаково благодаря узору, который также подчеркивает его красивый леопардовый окрас. В такой плед всегда приятно укутаться, и он, безусловно, сможет стать приятным подарком для ваших близких. В этом видео мы покажем еще два супер простых и красивых узора, которые вы можете использовать при вязании этого пледа. Возьмем пряжу Alize Puffy с готовыми петельками. Это новинка от Alize «Белый леопард», номер цвета 686. Эта пряжа является гипоаллергенной и разработана специально для вязания детских игрушек, пледов и одежды. На нашем канале вы найдете много подробных мастер-классов по изготовлению изделий из пряжи с готовыми петельками. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Самый простой узор, которым вы можете вязать этот плед – лицевая гладь, а это изнаночная сторона. Лицевая же действительно напоминает мех леопарда. В начале вязания снимем этикетку и достанем из моточка свободный конец нити. Первую петельку на ниточке лучше разрезать, чтобы она в дальнейшем не распустилась. У нас получится небольшой хвостик. Отсчитайте 50 петель от края нити. Это даст вам 95 сантиметров ширины пледа. Мы покажем, как вязать этот узор на образце из 10 петель. Чтобы начать вязание, 51 петлю протягиваем сзади наперед в 50-ю и вытягиваем ее. Теперь 52 петлю провязываем в 49 и вытягиваем ее. Аналогично мы будем провязывать все последующие петельки, двигаясь к первой петле. Все петли, провязанные сзади наперед, называются лицевыми. Из них и состоит весь наш узор. Во время вязания старайтесь, чтобы петельки не перекручивались, и тогда наш плед будет красивым. Довязали первый ряд. Поправьте все петельки, чтобы вязание было ровным. Второй ряд вяжем в обратном направлении, не переворачивая вязание. Все петли провязываем лицевыми сзади наперед. Движемся от первой петли к 50-й. Провязали последнюю петельку второго ряда. Третий ряд будем вязать в обратном направлении, аналогично первому. Так мы будем вязать туда и обратно на необходимую нам высоту пледа. Из 5 мотков пряжи у нас получился плед размером 95 на 95 сантиметров. В конце вязания вы можете сделать двухцветную обвязку пледа. Она является также двухсторонней и выглядит одинаково как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Для этого перейдите по ссылке в верхнем правом углу или в конечных заставках к этому видео. Также ссылочку на мастер-класс про способы обвязки пледа мы оставим в описании под этим видео. В конце вязания нам нужно закрыть петли. Делать мы это будем с противоположной стороны от рабочей нити. Надеваем крайнюю петельку на предпоследнюю. И снова
крайнюю на предпоследнюю. И таким образом закрываем все петли, двигаясь к рабочей нити. Когда у нас останется одна петля, разрезаем по центру последнюю петельку на рабочей нити и обрезаем рабочую нить. Оставшийся хвостик продеваем в последнюю петельку, затем прячем его на изнаночной стороне, продевая в соседние петельки, и подшиваем обычными ниточками для шитья. Оставшийся хвостик можно обрезать ножницами. Второй узор, которым вы можете связать плед, называется плетенка. Он имеет небольшие просветы, которые практически незаметны. За счет перекрещивания лицевых петель расход пряжи на такой узор будет больше. Сравним два образца из 10 петель и видим разницу. 50 петель узором плетенка дадут вам 80 см ширины пледа. Он получается более плотным и фактурным. На наш взгляд, узор плетенка очень красиво сочетается с леопардовой расцветкой. Для пледа узором плетенка отсчитайте от края нити необходимое количество петель, которое должно быть кратно 2. Мы покажем на образце из 10 петель. Вяжется очень просто. В первом ряду каждые 2 петельки попарно перекрещиваем справа налево, а затем провязываем лицевыми петлями. Итак, первые 2 петельки перекрещиваем, чтобы правая была поверх левой, а затем провязываем сзади наперед лицевыми петлями. Сначала нижнюю петельку, затем верхнюю. И хорошенько вытягиваем. Следующие 2 петли провязываем аналогично. Сначала перекрещиваем справа налево, затем провязываем и вытягиваем. Таким образом провязываем каждые 2 петли, движемся к первой. Вот у нас уже прорисовывается узор. Дальше мы вяжем таким образом. Третий ряд вяжем как первый. Перекрещиваем все петли справа налево, начиная с первых 2. Четвертый ряд провязываем как второй.
первую петельку провязываем лицевой без перекрещивания. Все последующие петли перекрещиваем слева направо. Последнюю петельку 4-го ряда провязываем без перекрещивания лицевой. Далее все ряды, которые мы вяжем справа налево, начинаем с парного перекрещивания петель справа налево. Ряды, которые мы вяжем слева направо, начинаем с провязывания лицевой петли, а затем все петли перекрещиваем слева направо. В конце вязания, когда плед будет связан на нужную вам высоту, закрываем петли. Начинаем с обратной стороны от рабочей нити. Надеваем последнюю петельку на предпоследнюю. Таким образом, по одной закрываем все петли. Обрежьте рабочую нить, предварительно разрезав по центру одну петельку, чтобы остался небольшой хвостик. Затем этот хвостик проденьте в последнюю оставшуюся петлю. Спрячьте на изнаночной стороне, обкрутив вокруг петель и подшив обычными ниточками для шитья. Лишний хвостик можно обрезать. Вы можете сделать вот такую двухцветную красивую обвязку этого пледа. Для этого перейдите по ссылочке в правом верхнем углу этого видео. Основной узор нашего пледа называется рисовая вязка. Очень красиво смотрится с леопардовой расцветкой. Вяжется очень просто и выглядит одинаково с лицевой и изнаночной стороны. Чтобы связать такой плед, отсчитайте от края нити 50 петель. Это даст вам 95 сантиметров ширины. Возьмем 51 петельку и провяжем ее сзади наперед лицевой. Теперь перекидываем рабочую нить и следующую петлю провязываем спереди назад. Это будет изнаночная петля. Посмотрите, чем они отличаются. Вот лицевая, а вот рядом изнаночная. Следующую петлю снова провязываем лицевой, сзади наперед. Вытягиваем петельки. Посмотрите, вот у нас 2 лицевые и между ними изнаночная. Перекидываем рабочую нить и следующую петлю провязываем спереди назад, изнаночной. Весь узор состоит из чередования лицевых и изнаночных петель. Провязываем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Движемся к первой петле. Последнюю петельку ряда провязываем изнаночной. Следующий ряд вяжем в обратном направлении и смещаем наш узор. Первую изнаночную петлю провязываем лицевой, сзади наперед. А следующую лицевую провязываем изнаночной, спереди назад. Изнаночную провязываем лицевой, сзади наперед, а лицевую изнаночной, спереди назад. Все изнаночные петли в этом ряду мы будем провязывать лицевыми, а все лицевые изнаночными.
Таким образом, смещая узор, вяжем до конца ряда. Последнюю петельку ряда провязываем изнаночной. В следующем ряду мы не будем смещать узор. Все изнаночные петли провязываем изнаночными, лицевые лицевыми. В начале третьего ряда у нас находится изнаночная петля, провязываем ее изнаночной. Следующую лицевую лицевой. И так далее. Изнаночная и лицевая. Вяжем по рисунку. Довязали ряд до конца. Дальше мы будем вязать таким образом. Если мы вяжем слева направо, узор смещаем. А если справа налево, вяжем по рисунку. Так мы будем смещать узор через каждые два ряда. Если у вас закончилась ниточка, чтобы присоединить новый моток, сшиваем вместе концы нитей. Соедините петельки так, чтобы между ними было такое же расстояние, как между соседними. Иголкой старайтесь попасть в сердцевину нити. Сделайте несколько стежков, чтобы хвостики плотно прилегали. Вот так, совсем незаметно. Если вы захотите распустить изделие и связать из него что-то другое, вам уже не придется сшивать моточки. Ниточку аккуратно обрезаем и вяжем дальше. Когда вы свяжете плед на нужную вам высоту, закрываем петли. Крайнюю петельку надеваем на предыдущую и вытягиваем. Делаем это с противоположной стороны от рабочей нити. Когда у нас останется одна петля, рабочую нить обрезаем, оставив небольшой хвостик. Продеваем его в последнюю петлю несколько раз и аккуратно подшиваем, чтобы его не было заметно. Вот такой пледик у нас получился. Если вам понравилось это видео, поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Пишите нам в комментариях, мы обязательно вам ответим. Присылайте фото ваших готовых работ по нашим мастер-классам нам в Instagram. Пока-пока!